Всем привет, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня мы будем делать жареные пирожки. Мы будем делать их сегодня с картошкой, но вы можете делать с капустой, если вы больше любите капусту. В чем необычность этого рецепта? Когда мне его предложили приготовить, я была очень удивлена, потому что рецепт теста очень необычный. Я такого, по крайней мере, никогда не видела. Если для вас знаком этот рецепт, я очень рада. А все, кого я заинтриговала, оставайтесь вместе со мной и будем готовить вместе. Итак, в чем же необычность этого рецепта? Всегда, когда мы начинаем готовить пирожки, начинаем с теста. Готовим тесто, а потом начинку. Так вот здесь все с точностью наоборот. Сначала мы приготовим начинку, потому что если мы не приготовим сначала начинку, тесто мы приготовить не сможем. Тесто напрямую зависит от начинки. Вот такой вот секрет, сейчас расскажу, как и что мы будем делать. Значит, я взяла картофель, порезала его, почистила, набрала в мисочку воды и поставлю его вариться. На огонь ставим сковородку, наливаем подсолнечное масло, включаем огонь и ждем, чтобы масло подогрелось. Отправляем сюда лучок. И обязательно нужно поперчить и уменьшить огонь. Так, вот так. Перец обязательно. Я всегда говорю, что когда жарите лук, добавляйте немного молотого перца. Тогда лук намного вкуснее получается. Но мы еще перчика добавим позже. Так, хорошо, перемешиваем. Сделайте меньше огонь. Такой где-то приблизительно средний, чтобы лук у вас не горел, а золотился. Теперь лук нужно поджарить до золотистого цвета, а картофель отварить. Картофель закипел, я беру шумовочку и снимаю пену. Вот это уменьшите огонь приблизительно чуть выше, чем средний, чтобы картошка варилась на чуть выше среднем огне. И еще, картофель должен вариться в большом количестве воды, имейте это в виду, чтобы на несколько сантиметров, на 3, наверное, где-то на 3 пальца выше была вода, выше картофеля. Это важно, тогда он хорошо сварится. И вот когда воды меньше, я не знаю, картошка, она как будто немножко томится и чуть-чуть по-другому получается. Так, хорошо, сняли. Теперь беру соль и обязательно подсолить, чтобы вкусный был картофель. Лук уже приготовился, он уже стал золотистого красивого цвета, я его отставлю. И осталось подождать только картошку. Когда сварился картофель, сливаем воду. Значит, смотрите, я сливаю в отдельную мисочку, потому что водичка с картофелем не понадобится. Она должна немного остыть, не быть горячей. Когда картофель немного остыл, мы его будем толочь. Значит, если вы будете толочь слишком горячий картофель, он у вас будет плохо держать форму. Поэтому нужно делать, когда он немного остынет. Так, посмотрите, какой картофель сухой должен получиться. Видите, он полностью сухой. Ни воду, ни масло, ни водичку, в которой варилось, ни молоко, ничего сюда не добавлять. И добавляем сюда лучок. Значит, сейчас попробуйте картофель на соль. Может быть, чуть-чуть досолить, если вы водичку плохо посолили. Еще немножечко перца, совсем чуть-чуть. Еще я добавляю свежего укропа, но у меня мороженый. Вот так, немного. Зелени для запаху. И теперь еще раз все вместе толкушкой перемешиваем. Так, ну я вот почти закончила. Очень пахнет мне картошка. Не знаю, как вы, а я уже хочу жареных пирожков. Хорошо, отставляем и готовим тесто. Теперь водичка, в которой варилась картошка, вот я отобрала целый стакан, она уже остыла и теплая, она не должна быть горячая. Пока остывала картошка, она уже теплая. Теперь я беру весы, поставила еще один стакан, и мне нужно отмерить 200 мл. Так вот, секрет теста, что мы делаем его на водичке, в которой варился картофель. Очень необычно, я такого рецепта раньше не знала. Сейчас будем пробовать, как вкусно у нас получится. Теперь в эту воду отправляем дрожжи, чайную ложку, сахар, столовую ложку. Перемешиваем и добавляем сюда соль, чайную ложку соли. Но если вы варили картофель и у вас вода слишком соленая, добавьте только пол чайной ложки соли, чтобы не переборщить с солью. Теперь в это все добавляем муку. Значит, почти всю муку, здесь у меня 2,5 стакана. Значит, вот так вот чуть-чуть оставляем на глазок, пару ложек. Остальное замешиваем.
Значит, если вода из-под картофеля у вас будет слишком горячая, дрожжи запарятся и работать не будут, погибнут. Поэтому имейте в виду, обязательно вода должна быть тепловатая. Получилось вот такое липковатое тесто. Теперь закрываем его пищевой пленкой и оставляем в кухне на столе минут на 20. За 20 минут пищевая пленка немножечко, так видите, припотела. Теперь убираем пленку и берем муку, которая осталась. Муку высыпаем на стол и на муку высыпаем тесто. Так, оно полежало, оно стало намного мягче и эластичней. Теперь руками в течение где-то 5 минут тесто нужно вымешать, но оно будет немного липнуть к рукам, совсем малость. Всю муку, у меня вот чистый стол, и тесто немного, видите, вот так вот липнет к рукам, совсем чуть-чуть. Теперь, значит, тесто вот так вот липнуть к рукам не должно, но если мы сейчас будем добавлять муку, оно будет не мягкое, а жесткое. И еще есть такой момент, я использую всегда подсолнечное масло, тогда мука сверху пирожков не будет гореть, и они получаются вкусные, румяные, красивые. Выливаем где-то столовую ложку вот так вот на стол, и в этом масле немножечко домешиваем тесто. Вот так, руками, чтобы оно, знаете, не липло. Остальное масло растираем по коврику или по столу, или по досточке, где вы будете делать. И вот так вот будем и лепить пирожки, тогда и к рукам не будут липнуть, и к столу не будут липнуть, когда вы будете их выкладывать. Мука не будет гореть, и будет хорошо. Теперь кусочек теста делим напополам, ну так приблизительно. И из каждой части катаем колбаску. Колбаску порежем на кусочки, чтобы удобно было делать пирожки. Так, раскатали. Теперь берем нож и режем. Значит, тут зависит от того, какие вы будете делать пирожки и любите. Большие, маленькие, средние. Вот так приблизительно и режем на один пирожочек. Значит, смотрите, вот это количество теста с одного стакана, пусть будет так, 4 штуки, с одного стакана водички, в которой варилась картошка, то есть где-то будет 8-10 штук. Естественно, я показываю вам на одну норму, естественно, картошки вы сделаете больше, как и я, поэтому делайте тесто больше, несколько норм. Но, может быть, кто-то не хочет так много пирожков, поэтому показала тесто на одну норму, а вы делаете уже, удваиваете или утраиваете. Теперь берем один кусочек и вот так вот пальчиками его растягиваем. Но имейте в виду, края должны быть тоньше, чем серединка, чтобы у вас не порвалась начинка и всякое такое. Так, теперь берем ложечку начинки, вот так сюда вовнутрь. Слишком много не кладите. Сделайте сначала один, а потом посмотрите, много или мало, чтобы он не рвался. Значит, дальше защипляем, как обычный пирожок. Края немножко оттягиваем, вот так в серединку. Теперь переворачиваем его на шов и вот так вот придавливаем рукой. Посмотрите, какой красивый пирожок. Он не слишком тонкий, он не порвется нигде. Вот так раскладываем, делаем все, а потом будем жарить. В сковородку наливаем масло и ставим его подогреваться, но оно не должно слишком раскалиться, чтобы они не слишком горели, поэтому ставьте сначала хорошую температуру, а потом я уменьшаю на ниже, чем средний. Теперь есть два варианта, как их жарить. Можно вот так вот и отправлять на сковородку, а можно, ну мне так тоже нравится, очень прикольно получается, знаете, как у бабушек на рынке. Перед тем, как опускаешь на сковородку, немного вот так вот придавливаешь, тогда он, видите, какой плоский получается. Это тоже вкусно. Вот придавили и сразу на сковородку, смотрите, в разогретое масло. Посмотрите, как хорошо поднимаются, когда переворачиваешь на другую сторону. И со второй стороны они быстрее готовятся, чем с первой. Имейте это в виду. В общем, буквально тут надо, чтобы тесто прожарилось, а начинка у нас готова. Чтобы пирожки были долго мягкие, нужно их переложить в какую-то небольшую мисочку, накрыть либо крышкой, как я, либо пищевой пленкой, пока они еще теплые. Вот они прямо воздушные, такие нежные. Хотя, когда сразу вынимаешь их с маслом, они такие чуть-чуть еще твердые. Так, хорошо, перекладываем, накрываем и ждем, чтобы они остыли.
Итак, сейчас я разрежу, покажу, какой он там внутри. Очень мягкие, прямо очень мягкие. Вот они, ну прямо вообще мягкие. Посмотрите, прожаренное тесто полностью, все готовое. Вот такой вот вкусный пирожок, сейчас буду пробовать. Хочу сказать, что очень мягкие. Когда только вынимаешь со сковородки, они вроде бы такие твердые, но когда они полежат минут 5, как раз масло стечет, а потом в судочек под пищевую пленку или под крышку, ну нереально мягкие. Вот как у бана, знаете, как на рынке. Вот покупает у меня муж пирожки иногда на рынке. Ну вот такие мягкие. Очень вкусно. Хорошо, пробуем. Очень вкусно. Вы знаете, такое мягкое тесто, прямо, ну, очень мягкое. У меня есть рецепт пирожков на кефире, так вот эти нежнее даже. Очень вкусно. Всем настоятельно рекомендую попробовать именно с таким тестом. Муж сказал, что я опять одну и ту же фразу сказала 10 раз. Ну, правда, мне очень понравились пирожки, всем рекомендую, советую, приготовьте по такому рецепту, а начинку уже делайте, как вы хотите. Можно даже капусту с грибами, просто капусту, будет вот так. Хорошо, спасибо, что сегодня были со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комменты. Ну, в общем, всем хороших, удачных пирожков, пока-пока.